Если спросить у философского зомби, обладает ли он сознанием, как вы думаете, что он ответит? Так как снаружи он неотличим от человека, то есть говорит, жестикулирует, делает вид, что думает, то, вероятнее всего, он ответит, что да. В лучшем случае. В другом случае может произойти вот это. Бля, что за вопрос, я не понял. Что, охуела, что ли, совсем, что ли? В равной степени вероятности этот мой друг под прикрытием прохожего может быть как человеком, так и зомби. Этого мы узнать не можем, что является одной из наиболее трудных проблем современной философии, а если быть точной, философии сознания. Обозначил эту проблему ведущий, с моей точки зрения, философ Дэвид Чалмерс. Еще на первом курсе нас научили тому, что любой философский дискурс должен начинаться с определения понятий. Вот какое определение сознанию дает сам Чалмерс. Сознание — это субъективное качество опыта, аспект, как это быть в психическом состоянии. Ментальное состояние является сознательным, если существует нечто, каково это быть в этом состоянии. Чтобы выразить это более доступным языком, я придумала такой пример. Представьте себе системный блок, на котором без подключения к монитору, клавиатуре или мышке запущен Sims. Вот и ходят, едят, плачут, устраивают истерики в туалете. Живут своей внутренней замкнутой жизнью. Никто их не видит, просто запущенный процесс сам по себе. Теперь человек в VR-шлеме подключается и начинает наблюдать за одним из ботов. Он видит, что происходит, переживает эту жизнь, но при этом ничего не контролирует. Вот этот наблюдатель и есть сознание, а человек — это, собственно, сам бот. Тело, мозг, реакции, поведение, желания — все, что функционирует по алгоритмам. Сознание никак не участвует в его деятельности, просто наблюдают, фиксируют события. И вот проблема философского зомби заключается в том, что если мы определяем сознание как нечто, что не проявляет себя, не влияет на поведение человека, то отличить человека с сознанием от философского зомби мы принципиально не можем. Все споры начинаются именно с входного парадокса. Если сознание не выходит наружу, то о каком сознании мы вообще говорим? Тут появляется такое понятие, как квалия. Осмысленный субъективный опыт. Не просто стимул и реакция в ответ на него, а именно каково это. Каково чувствовать боль от ожога кипятком? Дернуть руку, зашипеть, выругаться — это автоматические реакции, которые происходят вне зависимости от тебя. На уровне тела, на уровне программы. Но боль как боль, само чувство, что мне больно, это уже территория сознания. То есть не информация, а ощущение присутствия в происходящем. И это и есть квалия, и именно сознание делает его возможным. Вы будете смеяться, но сам Чалмерс всерьез допускает, что у электрического чайника может быть сознание. Он кипит, доходит до определенной температуры, и, казалось бы, в нем просто срабатывает алгоритм, поэтому он опускает рычажок. Но это с человеческой точки зрения. Что если сам чайник считает, что он это делает искренне по своей собственной воле? Вот он закипел и решил, что пора остановиться. У него тоже есть сознание, просто мы не знаем, как его идентифицировать. Это так называемая концепция панпсихизма. Предположение, что сознание — это перманентное свойство материи, и оно может быть у чего угодно. Но оно не фиксируется до тех пор, пока у нас нет инструмента, фиксирующего сознание. Например, как у нас мозг. Также философы предполагают, что примитивное сознание, как, например, у коровы, кота или осьминога, имманентно и неотрывно от их телесного опыта. Они чувствуют боль и просто чувствуют. А человеческое сознание способно на усложнение. Оно способно испытывать страдания по поводу наличия у себя этого страдания. Да даже не обязательно у себя. Мы страдаем от того, что страдаем. И даже от того, что страдает кто-то другой. Но если подумать, вся вот эта наша сознательная деятельность, вот эта кваля — это такой же рефлекс, просто более сложно запрограммированный. Да, сейчас я вступаю в спор с Чалмерсом. У нас есть физическое тело с его рефлексами и программами. Есть также психическая психика, что в переводе с греческого значит душа. Но в сущности это такой же набор программ. Как человек запрограммировал себя реагировать на те или иные раздражители, что о них думать. По сути, это информационный голем. Пока физическое тело скачет в джунглях, избегает опасности и ищет пищу, психическое тело взаимодействует не со средой обитания, а с социумом. А человек именно что программирует себя. Внутренний наблюдатель может оказывать влияние на софт, на программное обеспечение. Вы можете менять свои способы реагировать, свои привычки.
сознание можно зафиксировать. Дело в том, что на определенном уровне эта совокупность программ зацикливается сама на себе и вытесняет собой сознательную часть, или даже скорее осознающую часть. Программа начинает повторять себя, что можно легко заметить, камера падает, что можно легко заметить во время непродолжительной беседы с человеком. И тут ключевой момент. Осознаете ли вы эту ограниченность в себе? Можете ли вы перестать выполнять функции, к которым привыкли, которые уже давно перестали быть для вас инструментом? Ваша психика обслуживает вашу деятельность или наоборот, деятельность обслуживает вашу психику? Многие привязки эмоционально насыщенные, особенно привязка к образу самого себя. К тому же стоит блок на отключение этих привязок, инерция психики. И тут, я думаю, главное замечать, что действительно полезно, а что вы по привычке считаете важным. Например, некоторые люди не могут отказаться от мысли и думать о том, как все плохо. Они считают это важной чертой своего характера. Если он не не будет думать о том, как все плохо, где же будет его индивидуальность? Он перестанет быть собой. Надо стремиться в сторону целесообразности. Уже 4 утра, я не могу это дописать, я вырубает. Буду очень благодарна за донаты. Свет и любовь.